Добрый день, уважаемые! Сегодня мы поговорим про диацетил и его производные, а точнее, как использовать дезинформацию, чтобы запугать вас, или великое исследование диацетила. Давайте сразу начнем с того, что парение это не полезно, и это видео не его пропаганда, но все шутки про 95% придуманы не на пустом месте. Так вот, история с диацетилом. Что же случилось? Диацетил использовали как способ открыть всем глаза на страшную сторону парения. Это видео не о потенциальных опасностях дикетонов, а больше попытка дать парильщикам более полную информацию, необходимую для того, чтобы сделать свой обоснованный выбор. Своей головой, а не впадать в истерию после следующей страшной надписи или новости из зомби-ящика. В общем, начнем с самого начала. Существовало исследование Гарвардского университета, оно было проведено с целью выявления конкретных химических веществ, известных как дикетоны, и их присутствия в жидкости для электронных сигарет. Что такое дикетоны? Дикетоны представляют собой семейство молекул, используемых в пищевой промышленности и производстве напитков для создания маслянистого или сливочного вкуса и включают в себя диацетил, ацетилпропионил и ацетаин. Go в Википедию. Диацетил, желто-зеленая жидкость, имеет сильный жирный запах сливочного масла и сметаны, но практически безвкусен. Содержится в коровьем жире, некоторых эфирных маслах, обжаренном кофе, цикории, продуктах гидролиза древесины, пиролиза табака, вине, пиве, в общем много где. Почему они важны? Дикетоны, в частности диацетил, были связаны с болезнью легких, известной как облитерирующий бронхиолит или попкорновые легкие. Звучит плохо, не правда ли? Если быть точным, в 90-е годы была небольшая группа рабочих на заводе, что производил попкорн для микроволновок, у которых в течение короткого периода времени был диагностирован недуг с аналогичными симптомами. Не было никакой уверенности, как на самом деле это произошло, но в ходе детальной экспертизы ученые заявили, что диацетил, который был использован в качестве основного ингредиента в ароматизаторе, вполне может служить причиной несчастных случаев. Впоследствии на заводе был выявлен чрезвычайно высокий уровень порошкообразного диацетила в воздухе, который ежедневно вдыхался всеми рабочими. Подчеркнем предыдущую фразу, мы вернемся к ней немного позже. Данный инцидент стал отправной точкой в данной истории. Как это относится к вейпингу? Большинство жидкостей для электронных сигарет состоят из 4 компонентов: никотина, пропиленгликоля, растительного глицерина и пищевых ароматизаторов, на которых мы так любим все мешать. Но не стоит паниковать, именно паника поспособствовала данному хайпу. После того, как люди начали осознавать, что жидкости для электронных сигарет могут включать в себя дикетоны, каждый для себя сделал тот вывод, который был ему больше по душе, и аргументы посыпались как за, так и против. Таким образом, в ходе споров мы оказались среди пугающих заголовков СМИ об опасной стороне парения и ее последствиях. Значит, диацетил это плохо. Диацетил присутствует в жидкостях для электронных сигарет, значит, жидкость для электронных сигарет вредит нашему здоровью, и мы приходим к выводу, что парение небезопасно. Вы должны знать, что пока ничего не ясно, особенно если учесть, что во всей этой истории замешано бабло. Среди всех работников завода по производству попкорна облитерирующий бронхиолит был диагностирован только у 8 человек, которые вдыхали порошкообразный диацетил 8 часов в день, 40 часов в неделю на протяжении многих лет. Это в корне отличается от воздействия дикетонов на организм процессом испарения. Сопоставить эти два фактора невозможно. Парение само по себе достаточно новое явление, которое не было изучено в долгосрочной перспективе. В последние несколько лет было проведено несколько исследований, но ни одного из них не содержало каких-либо убедительных доводов, впрочем, как и в случае с диацетилом. Тут проблема кроется не в самих исследованиях. Корни проблемы растут от того, кто проводит данные тестирования, кто финансирует, а также каким образом они их проводят и в каком свете представлены результаты. Ах да, была еще история с формальдегидом. Испытание проводилось с использованием продуктов, которые несколько лет как устарели и таким образом больше не имели никакого отношения к вейпингу. После того, как реальные факты были выявлены, исследования и его результаты были повсеместно дискредитированы в качестве доказательств вреда парения и его опасности.
И в прошлом году мы лицезрели, как история повторяется с исследованием Гарвардского университета и диацетила. В исследовании представлены данные, доказывающие присутствие дикетона в 47 протестированных жидкостях для электронных сигарет из 51. Сложно не обратить внимание на такие шокирующие цифры, не так ли? Подобные сокрушающие статейки набирают обороты, огромное количество людей делятся ими в социальных сетях, не утруждая себя тем, чтобы разобраться в самой начинке исследования. В лучшем случае приведенные факты можно считать небрежностью, а в худшем рассматривать как преднамеренный обман, ведь результаты исследования представлены в таком свете, чтобы скрыть любой довод, что может опровергнуть предполагаемую опасность, связанную с парением и дикетонами. В ходе исследования из всех протестированных жидкостей уровень дикетона от 0 до 239 микрограмм был обнаружен в 47 из 51 жидкости. Новость совершенно неудивительная, но, уверяю вас, тут нет причин для беспокойства. Знаете ли вы, что традиционные сигареты также содержат дикетоны? Национальный институт здравоохранения проводил проверку 14 различных марок сигарет, и обнаружили они, что уровень наличия от 301 до 433 микрограмм на одну сигарету, максимальный уровень, обнаруженный в жидкостях для электронных сигарет, существенно ниже, чем минимальный уровень в табакосодержащем аналоге. Прямая цитата из исследования гласит: «Курение не является причиной для образования облитерирующего бронхиолита». Наши выводы не совпадают с подозрениями, что воздействие диацетила является факторами риска для этого заболевания. Так что насчет проверенных тогда жидкостей для электронных сигарет? Если вы готовы открыть это исследование и погрузиться в отчеты результатов, чтобы найти фактические уровни содержания дикетонов, обнаруженных в каждой жидкости, то удивитесь, узнав, что все превышающие нормы показатели найдены в жидкостях, внимание, разрабатываемых, продвигаемых и продаваемых большими табачными корпорациями. Самый высокий уровень дикетонов равен 239 микрограмм, чья же это жидкость? Табачных компаний. Каков самый высокий уровень дикетонов, найденных в жидкостях, что не имеют отношения к табачным компаниям? Менее 40 микрограмм. Кстати, по поводу ароматизаторов от ТПА, к видео прикреплю таблицу с содержанием дикетонов с официального сайта, производитель эту инфу не скрывает. Довольно занимательная статистика, которая, конечно, прошла мимо глаз большинства, в отличие от страшных заголовков в СМИ. Вспомните об этом в следующий раз, когда услышите дискуссии по поводу регулировок от ФДА. Табачные компании ведут борьбу за свод законов, позволяющих устранить все новые устройства, утверждая, что они являются единственными производителями, которые могли бы обеспечить качество и безопасность всей продукции, связанной с парением. Да, они хотят еще больше бабла. Никто не может утверждать, что парение абсолютно безопасно, но мы можем сказать, что это безопаснее, чем курение. Безопаснее на целых 95%. По результатам довольно многих исследований, которые выдержали самое пристальное изучение. Да-да, эта цифра не только мемчики из Контактика. По своей сути, парение является демонстрацией снижения вреда. У нас была очень вредная привычка, но сейчас удалось избавиться от нее и заменить другой привычкой, на порядок менее вредной. Но ни в коем случае не абсолютно безопасной. Выводы из этого видео сделайте сами. Если уж сильно переживаете за диацетил, то есть ароматизаторы и жидкости диацетил-фри, то есть с его отсутствием, но при этом знайте, что в аналоге его овер до хера, и что курильщики не особо страдают от попкорновых легких, но вейперы в опасности. Это все. Ставь лайк и подписывайся на канал, если тебе понравилось данное видео. Ну и можешь глянуть мой видос с Vape Expo, если еще не видел. Ну и если ты сюда досмотрел, я напомню, что у меня есть удобный инстаграмчик с рецептами в текстово-графическом виде. Вот в таком. Подписывайся, буду рад. Ну и, конечно, не забудь подписаться на канал. Спасибо, что досмотрел до конца. Пока. Слева все рецепты пиратского самозамеса одним плейлистом, а справа мой видосик с Vape Expo. На ютубе кликабельно.